Почему некоторые люди скрипят зубами во сне? Во сне зубами скрипят примерно половина детей и 15% взрослых. Это явление называется бруксизмом. Сам человек может и не знать, что он скрипит зубами во сне. Он не просыпается от этого, а вот окружающим отчетливо слышны скрипящие, скрежущие звуки и пощелкивание зубов, которые длятся обычно несколько секунд. Раньше считали, что бруксизм является следствием глистной инвазии, то есть наличия в организме паразитов. В наше время взгляд на эту проблему коренным образом изменился. Основной причиной бруксизма считается перевозбуждение нервной системы, которое приводит к тому, что во сне из-за внутреннего напряжения и пробуждения не расслабляются жевательные мышцы и лицевая мускулатура. Поэтому для того, чтобы избавиться от нервного зубовного скрежета у детей, применяют меры по расслаблению, проводят успокаивающие процедуры, исключают активные игры перед сном, для расслабления мышц прикладывают к лицу теплые компрессы, используют также такую хитрость, как доведение жевательных мышц до усталости, чтобы ночью им было не до напряжения. Советую днем больше грызть жестких яблок, свежей капусты и моркови, тщательно пережевывая их. И еще одной причиной бруксизма также считают может быть воспаление десен, которое сопровождается зудом, а также нарушение прикуса. Чтобы проверить, имеют ли место такие проблемы, нужно нанести визит к стоматологу. Если у ребенка приступы бруксизма нечастые и их длительность не превышает 7-10 секунд, беспокоиться не стоит. Обычно к 6-7 годам бруксизм проходит без всякого вмешательства, но длинные приступы скрежета зубами могут иметь немало неприятных последствий. Истирание и даже крошение зубов, нарушение прикуса и развитие челюсти, воспаление десен. Для защиты зубов от истирания при бруксизме могут потребоваться специальные капы, накладки на зубы, которые надеваются на ночь. Возможно, и другие еще более неприятные последствия бруксизма. Могут начаться головные боли после пробуждения, головокружение, сонливость, звон в ушах, боли в шее и плечах, последствия того, что мышцы головы за ночь не отдохнули. В таких случаях нужно обратиться за помощью к врачу.